Привет! Мы находимся в музее Амизгага. Здесь собраны археологические находки древнего Дора. Кстати, здание музея было построено в 1891 году под руководством барона Ротшильда по его инициативе. И здесь был завод по производству бутылок для виноделин Зихрона Якова и Ришон Лицеона. Но что-то пошло не так, и предприятие закрылось. И простояло это здание заброшенным несколько десятков лет. А потом его отреставрировали и сделали здесь музей. И в этот музей мы сегодня отправляемся. Пойдемте смотреть. Кстати, между прочим, вот это якори. Идите, смотрите. Не просто камни, якори. Для большого корабля большой якорь. А вот эти штуки были предназначены для дробления и отжима оливок. Не очень понимаю, как это работало. Но вот на рисунке выглядит как-то вот так. А вот здесь не написано ничего, но я точно знаю, что это часть акведука. Вы знаете, ловлю себя на мысли, что меня не столько занимают вот эти вот древние какие-то приспособления для чего-то, сколько вот эти картинки. Вот и здесь Капитолии. Ну не прелесть ли? И прямо сразу какие-то якоря. Первое, что меня поразило, это вот эта мозаика II века до нашей эры, которая украшала пол греческого храма в Тель-Доре. Мозаика состоит из стеклянных камушков и считается самой древней мозаикой, когда-либо найденной в Израиле. Кстати, большинство мозаик, найденных в Израиле, принадлежат иродианскому периоду. Это примерно 1 век до нашей эры. Так что эта мозаика на 100 лет старше. Дор был процветающим городом. Хананеи, греки, иудеи, римляне, крестоносцы, кто только не владел этим городом. В IV веке здесь была христианская церковь. Дор был важной станцией на пути паломников в Иерусалим. В византийский период здесь была резиденция епископа. И вот на месте церкви нашли вот эту мраморную колонну. А вот еще самый важный артефакт. Здесь на греческом языке написано, что это камень с Голгофы. И вот здесь он был прикреплен. Понятно, что его давно уже украли. И здесь был прикреплен камень, который с Голгофы. Голгофа. Шикарная экспозиция. Состояние полного погружения на морское дно. И здесь воссоздали, как аквалангисты достают сокровища с дна моря. И посмотрите, что наверху.
Я думаю, это для вина. Может, конечно, и для масла, но мне хочется, чтобы там было вино. Третья серия экспонатов, которая меня поразила, это вот эти эротические лампады. Слева Зевс в образе лебедя, овладевающий Ледой. Справа эротическая сцена между мужчиной и женщиной. А тут вообще отрыв башки. Вроде как статуэтки обнаженных богинь. Поскольку здание музея было связано с производством стекла, то эта экспозиция вписалась сюда очень гармонично. А эта экспозиция посвящена библейскому синему цвету и королевскому пурпуру. Эти красители получали из вот этой королевской пурпурной улитки. Впереди у нас еще много интересного. Оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле.